Это 4-й выпуск, и я вам вещаю его из прекрасного города Пекин, куда я прилетел с одной симпатичной молодой девчонкой. И 4-й выпуск будет об этом, о прекрасной стране Китай, где я не первый раз. Это мой 2-й раз в Пекине. Но мы здесь ненадолго. Посетим некоторых людей. Оператор сел. Завтра мы полетим с моей фанаткой, с моей проводницей. Мы полетим в город Шанхай. Добрый день. Пробыв недолго совсем в Пекине, что не хотелось много всего отснять, мы с моим проводником летим в главный город нашего отдыха, нашего путешествия. Это город Шанхай, потому что в Пекине мы уже были год назад и, в принципе, прошлись по всему основному, что только может быть. Но, естественно, как и любой другой большой город, его можно открывать для себя каждый раз в чем-то по-новому. Вот. Но в этот раз мы будем открывать, точнее, я буду открывать для себя, а моя проводница будет мне показывать, какие основные и неосновные злачные места. В общем, полетели. Стоит толпа таксистов, и вы стоите в толпе, и затем они подъезжают вот в такие отделения, секции. Таксисты могут вас кинуть, поэтому на денег. Поэтому если у вас нету проводника, знающего язык, боюсь, вы обречены на траты больших по китайским меркам денег. Напоминает как в «Звездных войнах». Там такие большие переходы, вышки. Нам сюда проедем? Да. Нет. Где еще? Ты спустишься с пешеходного перехода на эскалаторе. Ну, тоже неплохо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мы случайным образом мы оказались на выставке, посвященной работам Дали, его кавер, как по-русски, обложками, которые он, да. Ходите в музей. Ходите в музей, да. Все права принадлежат Сальвадору Дали. И висит здесь фотография Эйнштейна, и казалось бы, что? Но если присмотреться, не знаю, не видно, но его язык разрисован под часы. Надо будет взять на заметку. Прям так скажу, что ты меня задолбал.
Мандаришку, пожалуйста, представляете? В общем, друзья, когда сегодня мы спустились на завтрак, что было удивительно, что он был в европейском стиле, но кое-что нашлось не европейским, что меня поразило, поэтому одну штучку я вынес, хотя обычно я, конечно, не выношу еды. В общем, это мандарин, который не имеет... Как-то не очень добро смотрится. Камера трясется, не смеши меня. Так вот, когда я его начал чистить, то моя прекрасная компаньонша меня остановила, сказала, чтобы я не ел его в сухомятку и его не разбирал, потому что это мандарин, который надо есть с... Серьезное лицо. Я пытаюсь. Ну что ты? Это мандарин, который надо есть кожурой. Вот, то есть у него нету долек, я вам сейчас покажу. Сексуально откусил этот кусочек. То есть внутри... Еще ближе сними. Тебя? Внутри у него просто как мякоть, а на вкус как обычная кожура мандарина. Мандарином здесь не очень пахнет, но довольно забавно, поэтому я решила с этим маленьким моим удивлением поделиться с вами. При попытке обновить ленту Инстаграма, он вам не сможет этого сделать, потому что в Китае так же, как и Google, то же самое через YouTube, вы ничего не сможете посмотреть, потому что здесь все это забанено. Подожди. Я покажу вам местную шанхайскую Москву-Сити. Как было в строчке у Басты, мною так любимо, пекинские небоскребы покруче тех нью-йоркских, так вот шанхайские небоскребы покруче, чем пекинские. И одним островком, как with me. Окей. Окей. You're the first time here? Yes, we're the Okay. first time. You Okay, can thank say hello to all the Moscow. This in my blog. Yes, you can say hi Oh, to the hello, Moscow yeah. from Moscow. Shanghai. Yeah, you're the first time here? Yes, we're the first. Thank you. You come from America? No, we come from Russia, Moscow. Oh, okay. Yes. Okay. Yeah, thank you. Okay, thank you, bye. Ну, как видите, да, многие иностранцы, точнее все здесь, это легкие знаменитости, с которыми иногда хотят сфоткаться китайцы. Естественно, есть разделение между историческими и бизнес-центрами. В общем, такие дела. Так будет на протяжении всего туннеля? Или нет? Чуть видно, только слышно. Мы находимся в туннеле, где... Что там, Бедняков катался? Катался Бедняков на Стабаксовой, да. Туннель как раз проходит под речкой, там бизнес-остров, который я показывал вам. Реально какие-то города будущего, где сплошные небоскребы, пешеходные переходы с эскалаторами, и сейчас вы увидите круговыми. Ну, в общем, очень круто.
почти добрались до пункта как? Диньмао. Это башня-открывашка, куда вот на эту смотровую площадку мы держим наш путь. Ребята, мы с тобой перейдем потом наверх. А, он в метрах шарашит? Да. Скорость 8 метров в секунду. Да, закладывает. А, и он это этажи шарит. Мы уходим в космос. Что такое? Как уж. Нормально. The lower car is now in service. Он говорил, вроде на 97-м. Возьми телефон, сказала. А, вот. Ой, типа вот мы здесь. Ну, естественно, камера не передаст того. Ням-ням-ням-ням-ням. Мы поднялись еще на 100-й этаж, это самый последний. Так как у открывашки есть верх и низ, то вы можете и внизу, и вверху посмотреть, погулять. Ну, в принципе, все закрыто, поэтому в плане окон на улицу вы, естественно, не можете выйти, но тоже неплохо. А здесь мы будем ужинать на 38 этаже. На 86. Окей. Все неправильно. После небольшой поездки на катере круизном катере, лодке по реке, как? Хуанху, не Хуанхэ, а Хуанпу. Вот. Мы вернулись на набережную, и сейчас я представлю вам, как выглядит тот самый островок бизнеса, но только уже в ночи. Это уже историческая часть. Ну, как-то так, ребята. По дорогам нарезают тачки, вроде Бэх, вроде Мерс, но называются иначе. Это как раз тоже строчка из Басты, из трека «Китай». Toyota Crown, которая у нас, я честно не особо видел, и по переду ее не скажешь, что это вообще Toyota. Ну, может, для особо прошаренные скажут и узнают ее, но узнают ли прошаренные местную трумпчи, схожие с нашими японскими братьями по дизайну, нашими корейскими. Значок впервые вижу, но подобных автомобилей здесь просто туча. Копии с Мерсов, Бэх или просто свой мега крутой китайский дизайн, мега крутой. Ничего, ребята катаются, не обламываются. А также здесь дофигища
Вот таких, для тех, кто не знает, это у нас Бьюик. Много здесь американцев. Но у нас подобная модель. Это Opel Insignia. Здесь у них это Buick Regal GS. И Бьюика здесь довольно-таки много. Но отдельная история, отдельная я вам покажу, как здесь происходит движение на их волшебных мопедах. Причем я хочу заметить, что большинство из них электрические. То есть бензин из-за того, что довольно дорогой, то большинство китайских ребятишек ездит на электричестве, потому что так дешевле, и порой их просто не услышишь. Все? Вы Да. все докупили, мадемуазель? Да. Мы пришли к Шанхайскому музею, чтобы что-то купить, ни в коем случае не смотреть. Шучу, Ты вообще посмотрели, туда конечно. Ты не Смотрели. хотел. Я хотел погулять, потому что вышло солнышко наконец-то в пасмурном Шанхае. Кстати, тоже обратите внимание, Бьюик больше похож на Chevrolet Lacetti, то есть машины все перевернуты. Значки их перевернуты и заменены. Ну а сейчас мы будем направляться, наверное, на массаж, да? У нас осталось пару часов до того, чтобы отправиться в аэропорт. А так как массаж в Азии котируется и очень популярен, это как у нас пойти... Куда пойти? Ой, супер причесон меня уже достал. Я сдерживаюсь, чтобы не сбрить все это дело под ноль. Так вот, массаж у них это как что? Пойди чай попить. Пойти у нас чаи погонять, они ходят, то есть это не только для приезжих, которые, о, чайниз массаж, помассируй меня везде и во всех местах, детка. Нет, у них это часть культуры, не только там можно сходить просто на массаж ног и там, забежать на 40 минут, ребята, сделайте мне, расслабьте меня. Ну, снимать я массаж не буду, потому что все-таки это дело интимное, да? Но я постараюсь вам еще напоследок показать все-таки движение этого транспорта, потому что здесь все, как и во Вьетнаме, вообще в всяких странах Азии, ездят как хотят. А так как еще большинство ездит на электричестве, то порой ты их просто не видишь, не слышишь, и гудок у них не работает, и в общем, да, стрёмная бодяга, но естественно для меня. В целом вот это типичный китайский райончик, да. Дофига забегаловок, фрукты, овощи, сигаретки. Массаж. Ну и массаж где-нибудь в подворотне. Это норма. И множество скутеров. Тут одежда сушится, и труханчики, все как надо. В Китае очень мало светофоров со стрелками, поэтому когда переходите, всегда нужно вертеть, крутить башкой, потому что тот, кто хочет повернуть, он повернет, и неважно, у него красный, зеленый, он просто поедет и никого не будет волновать. Ну, естественно, вас пропустит, не посадит на капот, но посигналит и грозно посмотрит. Что такое? Девчонка что-то дернулась, непонятно. У мопедистов есть отдельная полоса, как вы видите, по которой лучше тоже не ходить. Да и вообще по тротуарам здесь тоже ходить надо со внимательностью. Но не важно, в какую сторону у вас идет движение, потому что всегда найдется добрый китаец, который поедет вот к вам навстречу. Хотя, мне кажется, у них универсальная эта полоса.
Хочешь сюда, хочешь сюда. Мы выходим обратно к цивилизации, которой здесь, в Шанхае, достаточно много, в отличие, наверное, от Пекина. Гэп, Cartier и прочая ерунда, которая у нас также в Москве навалом. Ну надо же купить здесь, да? Что-нибудь. Такие же махачи на улицах. Из-за кто-то кого-то подрезал, тут сразу началась тусовка. Кто кого. Мопед наехал. Таксист наехал на мопед. Все, и он говорит: ты чё, братан? Ты знаешь, кто я? Еще раз еду. Он сразу пошел, кто-то там пошел заступаться, звонить. Ну, в общем, люди везде одинаковые, я вам так скажу. Азия, не Азия, чё? Томатина, по-моему. Чё? Мексиканский ресторан. Какой мексиканский 4 часа? Я забыла. Мы вообще-то опаздываем. Какие мексиканские рестораны. Провожу итог всей этой поездки. Потому что дальше я снимать не буду. Вызывает прям таксиста, бери. В Китае есть попытка сделать что-то типа Uber, но это нифига не канает, потому что машин никогда нету. Поэтому лучше просто ставите ручку и махать, и они вас сами найдут. Вот опять же, они едут, их не слышно в плане мотора. Так. Китай очень интересная страна, в чем-то сильно отличающаяся от нас, в чем-то не очень. Но это не делает ее менее прекрасной. О, это не тот, который... А, нет. Который там махался. Нет, это другой. Стой, ты что, братка, стой. Запрыгивай. Лайв. Все в режиме. 城市酒店啊，陕西路那个了山西南路，啊山西南路。啊。 Короче, тут я еще итог не могу подвести. В общем, друзья, путешествуйте, путешествуйте. К сожалению, вчера я не смог заснять еще один день, но я решил его не снимать, потому что мы встретились с подругой моей прекрасной спутницы и весело проводили время. Лен, привет, Тань, привет. И я считаю, что некоторые моменты в жизни лучше, ну не лучше, а просто мне не хочется их снимать, потому что ими надо жить. Итог. Путешествие — это один из тех вкладов в вашей жизни, которые стоят потраченного времени, денег, там, сил. Путешествия развивают вас, раскрывают и расширяют ваш кругозор. Я не знаю, будет ли меня слышно из-за громкого радио. В общем, до новых встреч. Зайтен, что значит пока, по-китайски.